Мы почти 2 года назад собрали чемоданы и уехали из Казани. Вначале в Будапешт, теперь в Субботицу. Здесь мы расскажем все, как было, как все есть на самом деле, как мы переезжали с детьми, как мы теряли ВНЖ и все заново начинали, адаптировались, работали, учились и снова все начинали с нуля. Это не мотивационное видео, это исключительно наша история про наши ошибки, инсайты, деньги, про то, что нас изменило. Катя сегодня у нас будет за главную героиню. А я буду делать такое некое интервью. Окей, поехали. Глава первая. Кто мы и зачем уехали? Мы уже почти 2 года живем не в России. Первый год в Венгрии, второй год в Сербии. Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как все это было. Что оказалось самым сложным, что нас изменило и стоило ли оно того вообще. Катя, ты помнишь тот момент, когда ты впервые сказала, что я хочу уехать? Честно говоря, не очень помню, но я знаю, что я это хотела сделать очень давно, наверное, со школы, потому что, когда еще я училась, мы много общались с иностранцами, и, конечно, мне очень хотелось посмотреть мир, не просто так ездить на отпуск, там, на море и так далее. Мне хотелось пожить в разных странах, посмотреть, прям вжиться в эту культуру, хотелось больше вот этих возможностей увидеть мир с разных сторон. И поэтому я думаю, что это у меня было со школы. Угу. А что было вообще главным мотивом? Работа, дети, желание перемен? Наверное, все в совокупности, потому что переезд как раз-таки он позволяет и самому развиваться, то есть напрячься, свои какие-то наработать сильные стороны, а слабости оставить сзади. И, конечно же, для детей развитие большое, потому что они внедряются в разные культуры, учат языки и путешествуют вместе с нами. Ну и плюс возможности для путешествий, наверное, больше. Здесь, например, когда находишься в Европе, кажется, что все страны близко, и тебе все равно легче путешествовать. Угу. А были ли у тебя вообще какие-то сомнения, что мы уезжаем в никуда? Нет, сомнений не было. Может быть, потому что ты рядом. Мне прям, знаешь, как за каменной стеной. Я 100% уверенности, что куда бы мы ни приехали, у нас все сложится, у нас все получится, потому что как бы у нас есть мы, и мы друг друга поддерживаем, мы по-любому найдем, где чем заняться, какие-то и для детей найдем кружки, развивашки, школы, садики. Ни разу не встал вопрос о том, что у нас какие-то вот такие трудности, что мы прям потерялись. Мы все равно находим выход из ситуации. Если бы не было приглашения от работодателя, решилась бы ты все равно на переезд? Да, конечно, решилась, тем более, что мы, в принципе, планировали переезд в Канаду изначально, то есть учили языки, подтягивали свой уровень английского. Как ты вообще рассказала детям, что мы уезжаем? Это была такая общая атмосфера, что мы переезжаем, мы готовимся к переезду. Мгм. У нас дети тоже любят путешествовать. Марк изучает разные страны, языки. Для него это все интересно. И когда, я помню, тот день, когда мы должны были поехать в консульство подаваться на визу в Венгрию, и они прям проснулись, типа, ну что, мы едем в Венгрию? Я говорю, да мы еще только на визу подаемся. А у них прям этот день такой был знаменательный, они прям с воодушевлением. Ну да, это я помню. Вадим, расскажи, а у тебя когда был момент точки невозврата? Я даже не помню, честно говоря, о том, что типа я всегда хотел путешествовать или еще что-то. Не знаю, почему у меня такого не было, сильного такого желания. Оно появилось вместе с тобой. Потому что поехали в Америку, поехали в Америку. И, может быть, как раз после этого все стало более понятно и такой, типа, да, я хочу. Уже точно я хочу куда-то ехать. А особенно после 2 Америк оставался какой-то такой незакрытый гештальт. Наверное, повторюсь, это было на самом нашем первом видео про наши первые впечатления о Венгрии, о Будапеште. И я повторюсь, что остался незакрытый гештальт, который хотелось закрыть, и это попробовать пожить в другой стране, попробовать себя, понять, насколько это твое, не твое, и уже как бы и уже к этому не возвращаться. Вот. Точка невозврата, но мне кажется, наверное, это уже наступило вот когда
наверное, последние пару дней буквально, когда мы уже понимали, что вот уже все, улетаем, уже вещи собрали, уже все лишнее распродали, и уже ничего не осталось. Соответственно, Квартиру сдали. квартиру сдали, все, то есть точка невозврата наступила. Наверное, вот в этот момент. Да, было волнительно, было действительно волнительно, потому что это какое-то такое, что-то новое, какое-то будущее, справимся, не справимся. И вот как раз, когда ты говоришь, типа, за тобой как за каменной стеной, и я в большинстве, наверное, больше все это переживаю, потому что я как бы несу ответственность за все, и поэтому мне в этом плане бывает волнительно. Ну, как бы это я больше скрываю в себе, но волнение действительно было, и оно и продолжает быть. Да, пока я пребываю в легкости в каком-то. Да, в волнении пребываю я. Ну да, я действительно стараюсь тебя всегда на какие-то путешествия, приключения подбивать. У меня это прям, я не знаю, может, в крови, потому что я себя очень легко чувствую в переездах. Даже элементарно такой пример, когда мы куда-то едем на автобусе, на машине, на самолете, хоть на чем. Я могу спокойно спать, у меня нет вот этого джетлага, акклиматизации, еще чего-то. Я кого-то приехала, и все, я уже ну, не устаю от переездов. Аналогично. Вообще аналогично. А вот такой вопрос не по сценарию. А если бы у тебя была возможность выбрать какую-то одну страну прям для переезда, вот не нужно было ни визы, ничего, вот ты просто выбираешь и летишь. Ты бы куда полетел? Возможно, это будет неожиданный для тебя ответ, Ого. но это Австралия. О, господи. Мне бы очень хотелось жить у океана и, не знаю, заниматься серфингом, Ого. встречать рассветы на океане, с детьми там тоже отдыхать. Даже, знаешь, как мне бы хотелось родить третьего ребенка и с малышом гулять вот возле океана утром, вечером, прогулки устраивать. Вот такая вот есть у меня мечта. У меня Австралия это всегда ассоциации пауки, крокодилы, поэтому Наверное, это опять-таки какой-то шаблон, но это не так. И в крупных городах как бы все безопасно, люди как-то живут, не умирают от ну, вот это укусов тогда надо пауков. будет только в рамках города жить. Ну да, да, есть такие крупные города, Никуда не есть выезжать. крупные города возле океана на берегу, и я их как раз имею в виду. Нет, А может, акулы? они тоже, в принципе, дружелюбные. У них, знаешь как, у них есть методы борьбы, то есть они ставят сетки, чтобы к пляжам близко не подплывали акулы. То есть Мгм. у них все это тоже продумано. Ну, окей. Вот, так что не Окей. переживай, все, Мгм. поедем. Значит, А у тебя? какая? Какая страна, если бы вот прямо сейчас сказали, можно ехать? Об этом будет видео. Эм, Почему именно эта страна? Как мы выбирали? Это интрига, в общем, да? Да, это прям такой, можно сказать, взвешенный шаг, на который мы готовимся. Надеюсь, что ничего не поменяется, конечно, потому что, судя по историям других таких же блогеров, история очень Да. резко меняется. Сейчас резко после этого интервью поедем в Австралию. Но, господи, только нет, только не это. Почему бы нет? Ну, Новую А, Зеландию, может. да. Окей. Глава вторая. Первый шок. Будапешт. Вспомни, пожалуйста, первый день в Будапеште. Какие были эмоции? Первый день, когда мы только прилетели, 1 мая, 2 года назад, эмоции были такие, что 50 на 50. То есть первое — это то, что как будто мы здесь всегда были. Все что какое-то все знакомое Мгм. и все понятное, хотя язык совершенно другой, все таблички другие, но, сама вот эта атмосфера очень знакомая. Второе — это немножко такое, знаешь, немножко такая неизвестность, потому что мы еще не, ну, у нас нет квартиры за своей, то есть надо искать квартиру, надо ходить на работу, и надо с детьми гулять. Немножко вот такая была неизвестность первый месяц. А что было самым шокирующим в первой неделе? Шокирующим, наверное, было то, что мои ожидания были слишком завышены, так скажем. Я же Ого. приехала в Европу, то есть все должно быть чисто там вылизано, никаких
никакого мусора, никакой там, не знаю, гадости, все прям чистенько, идеально, там все О, тротуары, да. асфальт. Вот какое-то было такое ожидание, что прям все сейчас, ну, хорошо же там, где нас нет, да, то есть у соседа Мгм. трава зеленее, и вот все, вот прям сейчас все идеально. Мгм. Вот, а тут вышли там на детскую площадку, тут кто-то нагадил, тут немножко там тротуар или поребрик немножко там испорченный, тут собаки насекли или еще что-то, да? То есть какие-то мелочи на самом деле, Да. но они немножко такие, ой, это что, это куда это мы приехали? Ну, да, Вот. для первых дней, конечно, это, может быть, казалось действительно шоком. Особенно я помню эту рожу Уцу, которую потом-то мы уже часто проходили, и вот этот запах мочи и какашек собачьих, уже опять повторяемся, да? Да, то же самое. Два года, прошло 2 года, а мы все помним про эти какашки и мочу. Короче, ну, было непривычно, было так это... Особенно, когда мы только вышли из машины, вот это, наверное, первое Да, время, вот это этот воздух какой-то нет, спёртый. там нет, Нет? изначально его не было, потому что это было утро, М. еще как-то было более-менее свеже, а потом, когда мы уже ближе к обеду с детьми вышли погулять, нет, даже не погулять, а За магазин. да, в Да. магазин, там, да, за продуктами сходить. Вот мы пошли там в сторону детского сада, и вот вполне так замечательно ощутили эти запахи. Тогда я подумал, вау, вот это да, вот куда мы приехали. Но как бы общая эйфория все равно как бы все это дело перекрывала. Окей, где мы жили сначала и почему? Мы жили сначала в одних апартаментах 2 недели, потом в других. То есть, работа мне оплачивала жилье, пока мы ищем, жилье на долгосрок. Мгм. Было очень сложно найти. Нам нужна была большая квартира, для нас четверо, но при этом как бы бюджет наш не предполагал большую сумму, поэтому было сложновато найти. Плюс, да, с детьми неохотно берут. Даже, говорят, с собаками легче найти квартиру, чем с детьми. Вот. Но нам очень повезло. Буквально там в последнюю неделю, когда у нас уже все заканчивался дедлайн, и нам нужно было уже получать ID-карты. Вадим нашел это объявление каким-то чудесным образом рано утром, быстрее названивает, Мгм. просит, нам срочно нужна эта квартира, пожалуйста. Вот, и мы ее выбираем, и, конечно, да, она оказалась очень классная, и вот этот колорит будапештский, потому что она была в старом столетнем доме с высокими потолками, поэтому мы, конечно, тоже насладились вот этой атмосферой. То есть мы пожили и в такой ситуации, и в такой, поэтому классно, что у нас Мгм. есть такой опыт. А скажи, пожалуйста, а с документами было сложно? Что больше всего вообще выбесило? Сложностей, наверное, не было. Да, работа мне помогала там оформить какие-то бумажки. Наверное, сложно было вот банковскую карту оформить. То есть можно сделать вот эту, ну, как бы онлайн, да, банк, а именно венгерскую, чтобы получить с российским гражданством, уже было сложнее. То есть нужно идти в банк, там, ну, заполнять много документов, естественно. Не все разговаривают на английском, многие на венгерском, просят приходить с переводчиком. Мгм. Вот. Ну, такие вот тонкости, но все равно это все решаемо. Но мне кажется, это даже не про российское гражданство, а все-таки про, как они там любят называть, граждане третьих стран, не Мгм. относящихся к ЕС. Мгм. И, соответственно, вот все эти страны, они с какой-то отдельным уровнем проверки должны пройти, и только после этого можно получить. Ну и вообще, в принципе, Венгрия, как и вся Европа, она очень такая бюрократичная, неспешная, и все это делается не так, что прямо в один день. Хотя, если ты помнишь, когда я резко открывал банковский счет, мне Мгм. его удалось открыть Да, буквально за один день. да. Ну, Как повезет. мне кажется, да, тут еще все зависит от того, насколько ты такой, типа, коммуникабельный, попадешь на нужного там человека, который может все это дело быстро порешать, и как ты
понравишься ему, и вот... И еще зависит от твоего настроя. да, Помнишь, как да. ты шел с таким настроем, что тебе точно Да, надо открыть? да мне не туда, мне Да, просто ты прям шел с уверенностью. у меня был дедлайн, надо было Да, быстрее, соответственно, я был настроен, что надо было, на позитиве, да, на все. везде нужно будет включать, типа, договориться, свое татарское Да, договориться. то есть ты не сомневался ни секунды, и поэтому у тебя все получилось. Была ли вообще мысль, вернемся, если, типа, не пойдет? Да, конечно. То есть, я специально допустила такую мысль, что нам всегда есть куда вернуться, Мгм. да. У нас есть, там квартира, есть родители, деревенский дом. То есть, что бы ни случилось, какая бы там ситуация ни произошла, ничего зазорного, нет в том, чтобы вернуться на родину. Это нормально, и многие возвращаются, потому что ты получаешь опыт, ты Мгм. сравниваешь, и ты понимаешь, где тебе лучше, где комфортнее. Ты можешь вернуться в любой момент. Ам, Но в мне общем, кажется, это было только момент первого переезда. Вот. Со вторым переездом, скорее всего, у нас очень сильно поменялись мировоззрение и установки. Установки очень сильно поменялись. Ну, это об этом мы расскажем чуть подальше, побольше, окей. подальше. Вадим, а тебе казалось, что ты справляешься или тонешь? Поначалу мне казалось, что я справляюсь. Но вот я, наверное, скажу про период вот этих вот 4 недель, в течение которых нам нужно было найти квартиру, подписать договор аренды. Без этого договора аренды мы не могли податься на ВНЖ. Вот это стопорило все вообще. Потому что открыть банковский счет, да, пускай это долго, но все равно это было можно. А вот с квартирой оказалось все непросто. Вообще непросто оказалось. С учетом того, что нас было четверо, соответственно, наши предположения и наши планы о том, что мы будем так же жить, как жили в России в однушке, э, короче, здесь это вообще не складывалось у людей в большинстве. Хотя я знаю, как бы, знаю практики, когда люди находили такие квартиры и жили в них, и даже не вчетвером, а и в шестером, да, ты помнишь. И ну, нам оказалось это сложно. Было сложно, потому что 4 человека, двое детей. Это уже сложность. Однушку нет, как минимум там одну-две спальни нужно рассчитывать. То есть бюджет растет. А, Плюс мы не венгры. Плюс мы не венгры, да, это тоже об этом. Вот именно, что типа не русские, это тоже к этому вообще никак не относится, это к тому, что не венгры. То есть были отказы, когда говорили о том, что хозяева хотели бы, чтобы арендовал у них Да, венгр. Венгры чтобы и говорящие. разговаривать Да, на потому что они не венгерском языке. разговаривают по-английски. Там, типа, они Мгм. взрослые, они разговаривают Да, по-английски. если бы мы знали язык, Да, было бы проще, конечно. наверное, было бы в этом плане попроще. Потом, какие еще были моменты? Мы не были готовы вообще к этому дизайну, к этой расстановке, как это вообще делается в Будапеште. Сейчас, когда я смотрю на эти квартиры, как бы, да, на это жилье я смотрю на это спокойно. Но попервой я прям смотрел и типа, вай, типа здесь вообще можно как-то жить. Господи, это ужас какой, да. А сейчас ты такой смотришь, типа, ну, это стандартная вообще там квартира для Будапешта, для первого этажа там, или для второго этажа, или для такого района. Все это понятно. Вот. Поэтому от недели к неделе, к концу четвертой недели у меня уже энтузиазм прям падал, потому что квартиры забирали прямо С подноса. из-под носа. То есть мы приходили на просмотр, а нам говорили, мы уже вот подписали договор, деньги уже получили. Нам отказывали, я точно, по-моему, 2 раза офигенные 2 квартиры, которые нам понравились и по району, и по стоимости, и по ремонту. Нам отказывали, там, говоря, что типа уже заранее договаривались, либо вот решили в пользу там другого человека. Мы совершили все ошибки, которые совершают все. Это мы пишем, думаем, что типа они быстро ответят, а они не отвечают. Мы пишем в WhatsApp, их нет в WhatsApp. Только со временем ты обнаруживаешь, что они в Вайбере, то есть нужно скачать Вайбер и нужно в Вайбере писать. А лучше звонить. Да, а вообще в самом конце ты обнаруживаешь, что нужно прям сразу же звонить. И ты примерно начинаешь понимать, что эти объявления выкладывают вечером, рано утром, и вот в этот период времени ты можешь обнаружить свежие объявления, по которым ты можешь позвонить и сразу же решить вопрос. Да, Это, опять-таки, очень классно сыграло, когда мы переезжали в да. Сербию, то есть уже опыт был наработан, и все сработало. А с этой квартирой, да, мы
я как продажник могу сказать, что типа эту сделку я немножко провалил, но окей, да, то есть где-то я мог бы, например, там договориться о меньшей оплате и еще каких-то моментах, но вариантов уже не было, надо было, как говорится, all in. У меня уже прям был all in, поэтому чувствовал ли я, что я тону? Да, вот в этот момент я прям чувствовал, что я тону. Но когда всю квартиру мы нашли, прям я выдохнул, потому что дальше стало как-то вот все Да, попроще. и еще одна ошибка вспомнила. Ты долбил их по выходным. Это бесполезно. Да-да-да. В выходные никто не работает, все отдыхают, не Мгм. отвечают. Им как бы это неинтересно, неважно. Да. Вот наступит рабочий день, поговорим. Долбить по выходным бесполезно. Лучше отдохнуть. Особенно по воскресенье. Да. В субботу Воскресенье еще, это как священный день, да, наверное. в субботу еще хоть как-то отвечают, а воскресенье это Да. вообще Вместо того, чтобы запретный день. самому нервничать, потратить воскресенье тоже на отдых и восстановиться. Ну, это уже как бы со временем все приходит. А поначалу-то мы думали, как это все типа в России, может быть, работает. 3 глава «Дети в новой стране». Что ты чувствовала, отдавая детей в венгерский сад? Я чувствовала максимальную безопасность, потому что они меня впечатлили своей любовью к детям. То есть они наших детей как своих приняли. Вот это для меня было удивительно. То есть сразу приняли, обняли, показали, провели. Даже с учетом того, что они вроде все на венгерском говорят, Мгм. вот, детям было все равно комфортно. То есть они как бы, ну, слова, языком жестов что-то помогали, подсказывали. Мгм. В общем, без каких-то предрассудков, без предвзятостей, ко Мгм. всем национальностям, ко всем одинаково. Да, важно понимать, что это мы, получается, переезжаем в 23-м году, год как уже, собственно, в войне, и мы боимся, вот мы этого точно боялись. Мы боялись о Мгм. том, что как мы будем действовать, когда вдруг пересечем с украинцами, как в этом случае себя вести, как будут относиться в другой стране, потому что об этом тоже говорили, типа, наверное, к вам плохо относятся, потому что вы русские. Да, вот в этом плане действительно чувствовалась вот эта максимальная толерантность. Она как бы и в Венгрии, и в Сербии тоже однозначно чувствуется. Были ли вообще какие-то моменты, когда дети отказывались идти в детский сад? Нет, таких моментов не было. И причем у нас у Луки, у него не получилось адаптироваться в российский садик. Мы целый год пытались, но он никак Да. не смог пойти. Он то болел, то плакал. Ну, в общем, очень тяжело ему давалось. А здесь два момента, которые нам очень нас выручили, это то, что они были в одной группе. Их взяли в одну группу с Марком, Мгм. и они с удовольствием пошли. Во-вторых, они все лето провели дома, они уже хотели именно вот в садик, чтобы у них там прям вот эти вот как бы рамки четкие, нормальные, да, прогулка, кормежка, сон, вот им хотелось тоже этой Мгм. стабильности, и они вот прям с удовольствием, как в сентябре, пошли и ходили всегда с удовольствием с утра и до самого конца. Мне кажется, стоит еще добавить о том, что детей, в принципе, приняли быстро. То есть, как только Катя написала в детский садик, который мы выбрали, и мы мимо него проходили, он нам очень понравился, они сразу же написали. И как раз-таки в первый раз с детьми пошел я заполнять все заявления, там, все бумажки. Они действительно очень классно приняли. Для меня, как для продажника, было большим удивлением, что они прям очень старались продать свой детский сад. То есть они очень хотели, чтобы мы туда пришли, чтобы мы оставили там своих детей. То есть они вот делали максимум, там, вытащили воспитателя, который разговаривает на английском языке, чтобы она там помогала, потому что сама, как это правильно называется? Кто это главный по детскому саду? Заведующая. Заведующая, да. Вот, она не говорит по-английски, то есть она только Мгм. по-венгерски, поэтому нам вообще очень повезло, что воспитательница наша Ката, тоже Катя, говорила по-английски, и они все равно старались, они классно также используют Google переводчик, старались переводить какие-то русские слова и говорить это по-русски, чтобы дети понимали, если вдруг дети не понимают, и как бы адаптировать детей к себе. И второй момент – это то, что дети все лето провели с нами, а мы работали.
ну, как мы работали. Катя работала, уезжала в студию, а дети весь день со мной, и они реально уставали от дома, потому что много приходилось им проводить время дома вместе за мультиками, за игрушками, потому что я работаю на удаленке, у меня не всегда получалось их вытащить в парк, а потом через какой-то промежуток времени у меня уже просто не хватало терпения, и я все встречи, все созвоны, спасибо моим коллегам, которые меня понимали, все я проводил прямо из парка. То есть, слава богу, проблем ни с Wi-Fi, ни с мобильным интернетом не было, и я прям проводил некоторые встречи прям, и даже созвоны с клиентами я проводил прямо с парка, то есть там бегают дети, особенно школьники придут, и было прямо, ну, было заметно, что они действительно устали, и им очень хотелось чего-то И новенького. общение с Да, другими общение детьми. да, и развлечения. И удивительно, как вообще вот это у них общение происходило в садике, где они не знают языка, Мгм. но они так подружились с ребятами, они узнали все их имена, кому сколько лет, Да. кто чем увлекается. Они как-то вместе играли и, в общем, получали от этого удовольствие. Особенно было удивлением, когда Марк приходит с садика и начинает считать на венгерском языке до 100. И мы в шоке, правильно ли он считает или что-то выдумал, а потом оказывается, что это правильно, и оказывается, кто-то из ребят, венгров, научил его считать Мгм. до 100. Да. Вот это было вообще удивление. Что тебе особенно понравилось в местном подходе к детям? Мне понравилось, что их окутывают такой любовью, заботой, им дают вот это вот любящее пространство, в котором они могут делать, что хотят. Вот, то есть их как-то создают вот эту атмосферу, все. Даже элементарная детская площадка в садике, она огромная, классная. Делай, что хочешь. Их просто туда Мгм. выпускают, не делят зоны по группам. Все Мгм. дети со всего садика гуляют на одной площадке. Все максимально комфортно. Ты выбираешь любое занятие себе по душе. Кто-то там Да. мячик гоняет, кто-то лазит, баскетбол играет, все что угодно. То есть вот в плане такого разнообразия меня это вообще удивило, что такая площадка классная, и что их постоянно возили на какие-то тоже в лес, в парки, игровые зоны, на елку, в Цирк. театр, в цирк. В общем, тоже их как бы спокойно возили. И, то есть это нормально, например, просто даже на трамвае поехать, на троллейбусе. И мы сами спокойны, потому что сколько мы катались на общественном транспорте в Венгрии, это просто одно удовольствие. Там Мгм. все так комфортно, безопасно, он классно ходит, трамвай вообще каждые 4 минуты. То есть тебе даже не надо никогда на автобус бежать, потому что ты знаешь, что придет скоро следующий. Мгм. Вот, то есть инфраструктура очень классно развита, и поэтому, видимо, за счет этого они могут тоже спокойно детей везде возить. Даже не обязательно нанимать отдельный микроавтобус. Ну да, да, то есть они только на дальние Да, поездки. вот когда на пикник ездили, да, у них был А на автобус. короткие поездки они спокойно ездили на общественном транспорте. Даже был случай, когда Лука на остановке уснул, и воспитательница взяла его на руки и увела в группу, ждала, сидела, пока он доспит, и, грубо говоря, провела с ним личное время, потому что весь садик уехал там, я не помню куда, на елку или еще Да, куда-то. она из-за него осталась в Да, садике вообще, это очень меня тоже удивило. Ну и дети говорили, что вот эта вот воспитательница, она такая самая была очень, Ники. да, нежная, добрая, Мгм. заботливая, она прям тоже их очень сильно любила. Мне очень нравилось то, что они, вот как ты не придешь в группу, они всегда, воспитатели сидят с детьми, то есть они не где-то отдельно сидят, а сидят прямо рядом с детьми, за этими маленькими столиками, на этих маленьких стульчиках сидят воспитатели. То есть вот это вот для меня вообще было удивление. То есть у них не было отдельного стола, места для воспитателей. То есть воспитатели вот в этом кругу. И это прям очень радовало. И как ни придешь, всегда была какая-нибудь поделка, рисунок, еще что-то. То есть они всегда были чем-то занимались. Да, вот помнишь, тоже весной они там саженцы О, да. сажали, да, мы тоже приносили какие-то, они там что-то пересаживали, сажали, красили очень много, они Мгм. там
у нас очень много фотографий. И еще к ним часто приходили сотрудники разных профессий: Да-да-да. почтальоны, полицейские, врачи, пожарные. То есть Мгм. все рассказывали про свою работу. Там вот эти отпечатки пальцев делали с И в полицейскими, машину садились. пчеловоды, да. В Да-да-да. общем, такое прям приобщение было к разным профессиям, тоже очень понравилось. Мгм. Что бы ты забрала из венгерской системы в Россию? В наших садах, наверное, больше добавить системы Монтессори и какой-то вот такой свободы для самовыражения для Ну, детей. система Монтессори, она Да, подразумевает свобода свободу. выбора, И свободу что выбора. ты хочешь играть. Да, да. И вот это вот какое-то разнообразие. И единственное, может быть, чего не хватило в венгерском садике, и здесь тоже в сербском, это детские утренники, к которым мы очень привыкли в российских садиках, потому что их было очень много, каждый там сезон какие-то, они изучали песни, стихи, танцы. Заучивали. Да, Мгм. я понимаю, что с одной стороны, может быть, дети устают постоянно что-то изучать, но с другой стороны, они развиваются, и родителям приятно, да, сходить на концерт. Вот Мгм. этого ни в Венгрии, ни в Сербии не было. Единственное, что, ну, да, к Новому году какие-то песенки учили, и там, и Мгм. там. Но в Мгм. целом такого понятия, как утренник, здесь нет. А у тебя было такое ощущение, что дети адаптируются быстрее, чем мы? Ну, однозначно, потому что, во-первых, они были вдвоем. А мы А, тоже вдвоем. да, да, ну, как мы были вдвоем? Мы в разных были, как это сказать, Но в нам разных некогда мы даже были было мы пообщаться мы бы мы вместе. были в разных сферах, в Да. разных средах. Ты была там, где были все твои коллеги, и вроде бы были еще и венгры, с которыми должен был происходить какой-то коннект, да, и коммуникация, и, возможно, более быстрая адаптация. А я вообще постоянно находился в основном дома, либо в парке. Как-то, ну, у меня, наверное, меньше всего Не вообще хватало происходило. общения? Ну да, у меня, наверное, это было рынки, магазины, то есть вот куда я посещал, там, где я мог немножко с кем-то попытаться пообщаться. Вот, а то, что дети адаптируются быстрее, это однозначно да, потому что дети быстрее все это впитывают. Это я знаю не понаслышке, даже знаю сам лично, потому что я, когда родился, говорил по-русски, а потом, когда мы переехали с мамой в Башкирию, я начал говорить по-татарски. Буквально через полгода я уже, мама говорит, отменно матерился по-татарски. Поэтому нормально. Глава 4. Работа и резкий поворот. Как ты восприняла новость, что студия в Будапеште закрывают? У меня был очень сильный стресс, у меня был шок, Мгм. потому что мы привыкли жить уже, мы адаптировались, Мгм. мы расслабились такие, все классно, все складывается. Ну, то есть спокойно так живем, без каких-то ярких эмоций, вот как-то Мгм. так все пошло. Вот. А тут резко тебя так как холодной водой облили, как бы все. Мгм. Студия закрывается. Кто хочет, может вернуться домой, кто не хочет, ищите другие варианты, но в Венгрии остаться практически возможностей нет. То Мгм. есть мы начали, конечно же, искать в первую очередь, какие у нас есть возможности получить ВНЖ, но в связи с тем, что закон миграционный ужесточили, у нас почти не было шансов. То есть мы пытались, мы делали документы, мы открывали ИП, мы хотели уже подаваться. То есть мы, в принципе, уже были близки к этому, но все равно какие-то возникали моменты, которые нам перекрывали этот путь, и никак не получалось. Мгм. А почему ты решила остаться в компании, а не искать новую работу? Потому что мне нравится моя работа. То есть, с одной стороны, то, что произошло у нас на работе, это был очень важный шаг, о чем я мечтала, наверное, работать из дома, так же, как ты, например, да. То Мгм. есть, удаленная работа– это возможность жить в любой стране, путешествовать, и как Мгм. бы ты не привязан к месту. Ну То да. есть я об этом мечтала, и мне работа это дала. Мгм. Но я потеряла, получается, свое ВНЖ в Венгрии. И у меня как бы 50 на 50. То есть огромный плюс появился, огромный, да, а другое Минус. что-то забрали, да, минус в этом. И Мгм. что делать дальше? Мгм. Вопрос стал ребром. А что было самым сложным в переходе на удаленку? Самым сложным, конечно же, вот отсутствие вот этой привычки. Когда ты работаешь в студии, у тебя там есть все. У тебя Мгм. там есть крафтеры, которые делают подделки. У тебя есть там
не знаю, вот люди, которые тебя кормят, да, то есть у нас там были обеды, да, Мгм. ваучеры на обеды. У тебя там есть актеры, которые снимаются, есть люди, которые закупают тебе реквизит. А когда я перешла на удаленку, я стала всем этим человеком, стала я. И Мгм. актер, и оператор, и закупщик, и крафтер, и повар. Ну, то есть сама Мгм. себе еду приготовь, это сделай, уберись после съемок. Очень много, потому что, да, вот этого мусора. То есть просто квартира превратилась в хаос Мгм. полнейший. Мгм. То есть нужно время адаптироваться и все это, вот эту домашнюю студию создать дома и не потеряться в этом, Да, потому что стираются границы между работой и личной жизнью, и все превращается вот в такой вот хаос. подтверждаю. А были ли у тебя вообще разговоры "давай вернемся"? Нет, таких разговоров не было. Я, как сначала сказала, я допустила эту мысль в голове, что если что-то не понравится, мы вернемся только для того, чтобы не вернуться. Ну, то есть, когда ты допускаешь все варианты событий, и ты как бы, ну, хозяин ситуации. Мгм. Хочешь остаться — останешься, хочешь вернуться — вернешься. Ты сам Мгм. выбираешь. Вот. Но такого желания как бы у меня не возникло. Мне понравилось переезжать, мне понравилось узнавать новые места, и мне Мгм. хочется это продолжать. То есть пока меня не тянет обратно на родину, а мне хочется продолжать видеть мир, там пожить, тут Мгм. пожить, себя попробовать в разных местах. А ты в тот момент, когда вот это все произошло, не чувствовал, что мир рушится? Конечно. Для меня, наверное, как и всегда, все происходит, более жестко, потому что принятие решения за мной, аналитика за мной, и куда дальше двигаться. Вот я помню тот момент, что только я после того, как ты мне об этом сообщил, я тебе сказал, типа: "Это не шутка". Я, по-моему, раз 5 у тебя это спросил. Это не какая-то первоапрельская шутка. И после этого я Хотя это сказал: было 6 февраля. "Да". Да, ты Да. запомнила? Я не помню. И я тогда, я помню, сказал, и тогда тоже подумал о том, что мы только начали нормально жить, мы только вот успокоились, вроде все раскидались, и вроде бы все пошло прям по накатанной, и уже ничего уже не требовало какой-то адаптации, типа все работает и все классно. И мы даже уже и Марку договорились, что садик будет еще на целый год, то есть у него будет целый год Да, что еще, ему не надо будет идти в школу да, 6 лет. учить венгерский, то есть у него Да, еще мы будет подали дополнительное все время. документы. Что все рушится, да, и было непонятно, потому что, ну, не было у нас вообще этого запасного плана, куда мы дальше двинемся, что делать будем, куда поедем. Вообще не было этого запасного плана. И любое решение давалось очень тяжело, потому что ты начинал видеть там какие-нибудь моменты, что типа это не получится, тут денег не соберем, тут не проживем, тут не дотянем, тут дети обалдеют. И, короче, было куча вообще мыслей, и было очень тяжело. Глава 5. Переезд в Сербию. Кать, почему ты согласилась на Субботицу, а не, например, Белград или Нови Сад? Наверное, потому что это самая ближайшая точка. Мне хотелось как бы, ну, не такие далекие расстояния, сразу приехал, разложился, и все хорошо. Угу, А во-вторых, возможно, я хотела сменить вот эту обстановку. Будапешт шумный, хотелось немножечко, может быть, снизить темп, переосмыслить все, вот куда мы двигаемся и чем угу, хотим заниматься. И плюс, как я уже сказала, благодаря тому, что я перешла на удаленку, то мы можем на самом деле жить в любом городе, независимо от того, маленький этот городок, большой. То есть угу. здесь можно, например, сэкономить. Ну, это да, да. А что было сложнее всего при переезде уже в Сербию? Собрать весь реквизит, все коробки, всю технику. Вещей у меня накопилось очень много, да, с учетом того, что как бы у меня студия переехала домой. У меня очень много вещей. Сложно было то, что мы уже в Будапеште много что купили, пришлось это продавать, раздавать, отдавать на благотворительность. Мы очень много пакетов унесли в садик, потому что наша воспитательница помогает женщинам, попавшим в сложные там
жизненные ситуации, и мы прям много что смогли отдать и раздать, чтобы уменьшить немножко наш багаж. Мгм. Как ты вообще оформила ИП? Расскажи про это. Здесь, в Сербии, на самом деле, ИП оформить намного проще. Мы вот вместе с хозяином дома пошли, подали документы, он мне Мгм. помог там все оформить. Потом я обратилась в банк. Там хоть и говорят, ну, почти полностью на сербском, не все Мгм. сотрудники готовы на английском тебе все это разжевать, вот, но все равно на пальцах нам удалось договориться, я как бы это все открыла, все оформила, даже сделала потом вот здравственную книжницу, мы можем ходить по врачам, то есть как ОМС у нас есть. С открытием ИП нам помогал властник. Нам с этим очень сильно повезло. Он согласился помочь, потому что он в этой компании работает. Кате нужно было только буквально прийти на место и потом подписать документы. И он даже какую-то квитанцию предварительно уже оплатил на подачу документов. То есть все довольно в этом плане нам сильно везет в Да, Сербии. да, здесь все Вот. очень легко складывается. Потому что, например, если в Венгрии мы когда открывали ИП и дальше на подачу документов на ВНЖ, нам бы потребовалось, например, согласие владельца. Ну, там тоже, в принципе, повезло, можно сказать, потому что тамошний владелец квартиры тоже, в принципе, согласился, сказал, вообще без проблем, если вы зарегистрируете ИП по месту проживания. Но я знаю, что в большинстве многие именно в Венгрии не соглашаются, и за это еще и хотят дополнительных денег, типа некой такой аренды юридического адреса для того, чтобы на это тоже зарабатывать. А нам и в Венгрии, в принципе, повезло, и в Сербии. В Сербии вообще, в принципе, многократно в этом плане. Ты уже предвосхитила мой вопрос, да, и насколько это реально без языка, да, действительно, в Сербии в этом плане, наверное, немножко попроще, потому что сербский язык все равно как-то больше отличается от венгерского, он ближе к русскому. Даже если ты многое, что не понимаешь, то по каким-то словам хотя бы можно ухватить то, о чем тебе говорят. И, в принципе, сербы как будто бы знают, как подать свой сербский язык таким образом, чтобы даже русскому было понятно. Вот этот вот момент важно учесть, потому что как только они замечают, что ты чего-то не понимаешь, они начинают говорить на каком-то понятном сербском языке, который понятен русскому языку, русскому человеку. Да, они еще начинают подбирать слова, которые могут быть созвучны. Я Да, сама тоже так делаю, когда мы что-то не можем понять друг друга. Я перечисляю синонимы, и какое-то слово да. обязательно будет звучать похоже. Да, в отличие от Венгрии, где Катина компания полностью взяла на себя оформление, даже у нас был человек специальный, который за нас заранее пришел, занял очередь, и мы просто подошли ко времени и не стояли в очереди, то в Сербии, соответственно, мы этим занимались сами, и я многократно видел, когда сообщения и вопросы в группах о том, как это сделать, где взять помогаторов. Мы даже делали специальное видео по этому поводу. В Сербии с этим намного проще, потому что действительно информация уже пережевана вдоль и поперек. Есть куча всяких сообществ, есть куча всяких гайдов, даже один единственный гайд, который такой самый достоверный, и в нем всегда обновляется информация, и ну, не нужно особо много ума для того, чтобы оформить это самостоятельно, сделать это самостоятельно. Поэтому ВНЖ, в принципе, можно заниматься самостоятельно. Кать, а сравни ощущения от Венгрии и Сербии, где бы было комфортнее и почему? Венгрия лидирует, наверное, по инфраструктуре, по комфорту, то, что можно спокойно передвигаться по городу, по стране, и вообще не нужно как бы переживать и думать об этом. Здесь в этом плане, ну, например, автобус ходит раз в полчаса, то есть тебе всегда нужно как бы либо по расписанию смотреть, подгадывать, ну не хочется сидеть полчаса на остановке в жару. Не, ну ты все равно как бы внеси ясность о том, что ты сравниваешь Будапешт, Да, да, столицу да. Венгрии, И с маленький город Субботицей, Суббота, да. который, да, Конечно, там даже не второй по здесь нет величине. такого количества людей, чтобы так часто пускать автобус. Да, Да, да. это логично, что он здесь ходит так. Вот, просто ты привыкаешь вот к этому
этому комфорту будапештскому, когда у тебя Да. каждые 4 минуты трамвай, у тебя каждая детская площадка вот в этой доступности, 1-2 Мгм. остановок, и, ну, даже вот как бы по Венгрии вот эти поезда ходят, то есть ты знаешь, что до всего легко доберешься. Здесь я знаю кое-какие места классные, куда бы я хотела съездить с детьми, но Мгм. я знаю, что туда без машины не доедешь. Ну да, в этом плане здесь действительно нужно внести ясно, что в Сербии без собственного автомобиля или арендного автомобиля довольно сложно. Сложно, потому что транспорт есть, но он ходит либо очень редко, либо абы как, Либо не либо доезжает до да, нужного места, там еще потом да, пешком 3 нужно, километра. да, нужно, либо нужно делать какие-то пересадки. Тот же самый поезд, который злосчастный с Белграда до Субботицы, он никак не запустится, то есть его обещали в прошлом году, его обещали в начале этого года, он все-таки как бы не запустится, хотя с его появлением, на мой взгляд, сразу же количество проездов в сторону Белграда, Нови Сада и обратно в сторону Субботицы явно сразу же увеличится, потому что это действительно будет очень удобный транспорт. А в городе, да, тоже довольно непривычно, но важно заметить, что автобусы стали обновляться. То есть, если Мгм. буквально когда мы приехали, автобусы были старые, такие, где нет кондиционеров, то обратите внимание, сейчас, когда мы ездим там до Палича, то автобусы уже с кондиционерами, они новые, Мгм. ну, кажется, что в такую жару мы уже не будем так сильно задыхаться, как это делали в прошлом году. Да. Ну и второй момент — это вот детские площадки. Мы тоже к ним очень сильно привыкли, и в Будапеште они просто, не знаю, колоссальные, такие, Ну да. которые я просто не знаю, мне кажется, нигде таких нет. Они все разнообразны, там э, какая-то тематика у Да. каждой площадки, их много, они на каждом шагу. Там в каждой площадке задействованы все вот эти вот как бы занятия: и М. скалолазание, и песок, и камушки, и там качели, вот все Мгм. многообразие. Ты привыкаешь к этому, и когда вот здесь уже нет такого многообразия и нет таких современных, удобных, больших классных площадок, вот, оно уже вот как бы идет такое сравнение. Ну да, да, важно заметить, что действительно город маленький и площадок мало, и они ближе к нашим советским. Но есть Вот. много игроёнец, И да, есть куча игроёнец. это Ну, такие можно, закрытые вот площадки. если бы мы об этом говорили еще когда только приехали, да, у нас, в принципе, есть такое видео, где мы говорим, когда мы только приехали, первые наши ощущения. Да, тогда это было действительно очень контрастно для нас. А сейчас как будто бы, во-первых, мы попривыкли, а второе, это то, что э, мы видим, как в течение этого времени все равно они обновляются. То есть даже вот эта площадка, которая рядом с домом, она там горку что-то поменяли, там еще что-то сделали. Да, это, ну, скорее всего, происходит не так быстро, но и не так Не быстро, как хотелось бы. Но и не все Да, в плачевном состоянии, все равно развивается. И да-да-да. хочу отметить, что это, наверное, даже больше нас беспокоит, что площадки тут Да, не такие, как в Будапеште, потому что детям все равно, они все равно ходят, гуляют, развиваются, ну, играют, они даже как будто на это не обращают внимания. Им все равно весело везде. ну, это да, да. А тебе казалось, что мы сделали шаг назад? Ну да, особенно когда приехали в Субботицу. Ну, реально в Субботице была на контрасте. Но здесь мы получили много поддержки особенности от властника, его супруги. Мы получили, в принципе, поддержку от сербов намного больше и чаще мы их получали. Там от одноклассников, одногруппников. То есть вот это вот. И это в какой-то мере вот начало сглаживать. Повторюсь, если мы говорили про это там год назад, когда мы только переехали, на контрасте это было бы еще жестче. Но сейчас как будто бы все это сглаживается, может быть, уже как бы и требования как-то поменялись, да, уменьшились. Сделали шаг назад, возможно, тогда, но как будто сейчас, как будто бы и нет. Как будто бы мы даже сделали шаг в сторону. То есть появилась возможность посмотреть на это немножко под другим углом.
посмотреть на жизнь в Будапеште, на жизнь в Венгрии, на Сербию. И это очень сильно, мне кажется, за этот год, именно за этот год сильно поменяло мировоззрение в отношении стран, городов и возможного будущего. Да, я хочу еще добавить, что мы даже сами стали спокойнее. То Да, есть жизнь здесь, она помогла нам вот это вот успокоиться, как-то посмотреть на себя, на свою жизнь, на свои интересы, немножко больше акцента на себя и на свои интересы. ну вот я вспомню, как нам Кирилл с Варей, которые жили в Сербии, в Белграде, которые переехали в Будапешт, рассказывали нам, что у них тут все полака, вот это вот полака, все медленно и все такое. Попервой, действительно, оно все тебя раздражает. А потом, со временем, когда ты смотришь на людей, как они живут, ты понимаешь эту философию. И эта философия не про замедленность, Медлительность. раздолбайство там, или еще что-то. Это про не нервничать, жить спокойно. Да, хочется что-то починить прямо сегодня, прямо сейчас. Но с другой стороны, да можно, в принципе, и без этого. Либо можно немножко потерпеть, ничего страшного от этого не произойдет. Тебе это сделают, ну, пускай не завтра, а через месяц. Но все равно это как бы, То есть ты учишься вот этот дзен ловить. да, такой некий поймать дзен. Но очень важно и очень сложно, особенно когда ты работаешь, например, я работаю на Россию, сложно совсем далеко в полака не уйти. И вот соблюдать этот баланс постоянной проактивности для российской компании и в то же время быть полака в Сербии. Вот это вот, это сложно удержать этот баланс. Ну, ты учишься Да, да, балансировать. да. Вот по мне уже видно, как я учусь балансировать, вот больше в палак ухожу. Окей, следующая глава «Деньги, реальность, выживание». Вот так вот сложно, страшно. Скажи, пожалуйста, сколько у нас было с собой, когда мы уезжали? Давай, рассказывай тогда ты, потому что я не слежу за деньгами. У нас, когда мы уезжали в Венгрию, было больше 5000 евро, то есть это были и собственные накопления, и всякие подъемные со стороны твоей компании. Имеет смысл, собственно, для Венгрии иметь такую сумму и больше, потому что даже элементарно депозит, который ты оставляешь в Венгрии, это 2 месяца. То есть ты платишь за 1 месяц, еще 2 месяца сверху. А бывают случаи и до 6 месяцев, и до года платят. Ну, то есть, если ты хочешь каких-то особенных условий за собой закрепить. А в Сербии это как, ну, как у нас в России, в принципе, одномесячный депозит. То есть тебе суммарно нужно за 2 месяца. Про Сербию у нас было меньше денег. Меньше у нас было денег, потому что у нас не было уже никаких подъемных. И, соответственно, у нас было, ну вот ровно, наверное, столько, сколько стоило бы подать на счету для того, чтобы подать на ВНЖ, чтобы этого было достаточно там, для нашей семьи там, из 4 человек. Это было примерно 3000 евро. Что оказалось самым затратным в Будапеште? Съем жилья? Да, все верно. Действительно, съем жилья у нас изначально по договоренности с владельцем было 280 тысяч форинтов. Это, для понимания, делим на 4, 70 тысяч рублей. То есть это примерно 700 евро. Ну, в зависимости от колебания курса, эти деньги скакали туда-сюда, если говорить про евро. Но с учетом того, что твоя зарплата была в форинтах, это в каком-то плане компенсировало нам вот это вот колебание евро. Ну, плюс за счета еще. Да, и еще, да, Электричество, вода, еще, да, газ. коммунальные услуги там до 200 евро точно у нас уходило. Ну, естественно, вторая статья затрат – это питание. Питание у нас в среднем до 30 тысяч форинтов я тратил в магазине и ходил в магазин 3-4 раза в неделю. Где-то, наверное, 500-600 евро примерно уходило на питание на четверых. Важно заметить, как бы это было очень экономно. То есть мы не тратили там на какие-то там фуагра, рестораны, то есть кафе. У нас, в принципе, мы, наверное, никогда не ходили, кроме Макдональдсов.
Вот, Пару поэтому, раз. да, поэтому это было такой более экономный режим. А какая статья расходов самая затратная в субботицу у нас? Питание. Да, Все да, поменялось. вторая статья затратов, которая была в Будапеште, оказалась в субботе. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы платим меньше за аренду. У нас выходит примерно, да, у нас это 500 евро аренда с коммунальными, там еще где-нибудь 200 сверху. Это 700 евро. А если говорить по питанию, здесь даже выходит немножко дороже. Почему? Потому что здесь, на мой взгляд, цены выше. Вот субъективно это так, хотя со мной будут многие спорить, но действительно это факт. Это я замечаю по средним затратам, которые делаю там при каждом походе в магазин. Мы тратим больше, однозначно тратим больше, даже с учетом того, что если также закупаться на рынке, все равно это выходит то же самое. А сколько нужно сейчас, чтобы жить в Сербии с детьми, Катя? Такие вопросы задаешь. Это к тебе, ты Это же вопросы с подвохом. да, ты же А, экономист. Ну вот, опять-таки, если говорить про Сербию, то получается на проживание нам уходит вот в городе Суботица на квартиру это примерно 700 евро. Понятно, что зима-лето отличается, но с учетом того, что мы живем в доме, для нас не сильно отличается, потому что то, что мы тратим на отопление зимой, летом мы тратим на полив газонов, всего остального, чтобы детям было хорошо, замечательно, Бассейн. да, чтобы они бегали, прыгали, купались. Соответственно, мы тратим на электричество больше для того, чтобы полить этот газон и залить побольше воды детям, чтобы они купались в бассейне. Мы купили такой мини-бассейн. И с питанием получается где-то, наверное, 800 евро у нас уходит. Получается где-то примерно 1500 евро. Ну и, соответственно, с какими-то дополнительными затратами это, наверное, может там до 2000 евро составлять. То в Будапеште мы, в принципе, наверное, тоже добирали примерно до этой же суммы, и даже периодически больше 2000 евро нас уходило. Ну, собственно, это я считаю максимально навскидку. Естественно, это сильно отличается от людей к людям, потому что кто-то любит кофе в кафе заказывать, кто-то любит по кафе раз в неделю, 2 раза в неделю ходить. В нашем случае это вот примерно так. Что ты думаешь о тех, кто говорит, что без 10 тысяч евро вообще не выжить месяц? Смотря куда ходить, чем заниматься, куда ездить. Вопрос, честно говоря, такой с подвохом. Для чего? Для того, чтобы у людей сложилось нормальное понимание о том, что, к сожалению, нельзя спросить у кого-то, сколько ты в среднем тратишь, и ориентироваться на эту сумму, потому что действительно суммы очень сильно отличаются. Я неоднократно этот вопрос задавал в разных чатах, в разных сообществах и получал вообще абсолютно разные ответы, поэтому если ориентироваться, то обязательно ориентируйтесь. Вот есть такой сервис Numbeo, что-то типа подобное, где есть средние цены, и они более-менее достоверные. На мой взгляд, это более-менее достоверные цифры. А как ты считаешь, сработала ли удаленка на семью, или ты все равно работаешь на износ? Во-первых, я больше провожу времени с семьей, с детьми, к тому же я их еще и снимаю, то есть мы вместе делаем какие-то поделки, действия, вместе снимаемся, вот. Но с другой стороны, я все равно трачу много времени и энергии на свою работу, то есть чтобы сделать эти поделки, чтобы смонтировать, иногда ночами монтирую, то есть все равно я работаю, не расслабляюсь, вот. Но Мгм. я могу себе устроить какие-то дни отдыха. То есть Мгм. благодаря тому, что я на удаленке, там в понедельник я могу ничего себе позволить не делать, если у меня уже какие-то видео сняты, и мне не нужно сейчас срочно Мгм. сдаваться, вот, то я могу себе какие-то устраивать дни отдыха, сама это регулирую. Или когда мне нужно в больницу с детьми там съездить, или еще какие-то события у детей, я Мгм. могу подстраивать свой график как хочу. Мгм. Под отпуск, например. Мгм. Все, то есть можно за неделю, за 2
свою работу выполнить и потом спокойно отдохнуть. Вадим, а ты считал, сколько мы вообще реально потратили за эти 2 года? Ну, я, в принципе, сказал о средних цифрах, которые мы тратим. И здесь сложно, в принципе, посчитать, что вот мы сегодня посчитали, что уже 24 месяца мы живем в Европе и в среднем тратим 2000 евро на семью, то бишь это вот соответствующая сумма. Честно говоря, здесь важно другой момент учесть. Люди сразу скажут: о, это сколько денег они там тратят. А с другой стороны, заметь, с учетом того, что мы как бы, ну, в какой-то мере, мы уже говорили о том, что откатились, мы начали думать о том, как же нам жить, и мы ищем какие-то дополнительные способы заработка. Если где-то это возможно, соответственно, ты стремишься переработать для того, чтобы заработать больше. Естественно, из года в год стараешься повышаться на своих местах. Обрати внимание, что мы оба не меняли работу по истечению вот всего этого периода. Ну, я только в рамках компании, грубо Да, говоря, и у меня также. поменял из департамента в департамент. И как бы мы все равно стремимся, то есть у нас, ну, на мой взгляд, если сравнивать с Казанью, то в Казани у меня был момент, когда я действительно стагнировал, то есть у меня не было сильного желания дальше двигаться. Почему? Потому что как будто бы, ну, все хватало, и как будто никуда и уже не хотелось. Было такое ощущение, что здесь, соответственно, невозможно, потому что, ну, нельзя положиться там типа на родителей, потому что родители совсем в другой стране, и как бы ты сам себе предоставлен, Если поэтому у тебя не будет стремишься. денег Да, платить за аренду дома, то тебе да, негде да. будет жить. Каждый месяц как бы ты думаешь об этом и как бы стремишься сделать максимум, чтобы жизнь твоя никуда В не общем, это отставала. стимулирует и подгоняет. Ну, а с другой стороны, ты сказал об этом, что с учетом того, что доступность путешествий стала увеличилась доступность, особенно когда мы жили в Венгрии. То есть важно сравнить, что находясь в Сербии, да, тоже можно путешествовать в Черногорию, в Боснию, по Сербии, это безвизовые режимы, да, то есть можно оформить визу, но получить визу сложно. Вот как бы об этом ни говорили все, сложно, потому что есть очереди на эти окошки, их нужно подловить, в них надо записаться, и визы дают, к сожалению, теперь визы дают не мульти, не большие на большие сроки, а прям вот под сроки поездок, поэтому такой довольно большой минус. И кажется, что я прямо ощущаю, что мы, ну, количество путешествий здесь, естественно, сократилось, потому что есть вот это вот ограничение в получении визы. Поэтому Венгрия в этом плане интереснее, и особенно Будапешт, потому что там есть Визэйр, и ты можешь увидеть классные билеты, в принципе, как вот наши все знакомые, купить билеты и Да. просто улететь. Для меня вообще просто Дешевые было... билеты и много-много разных точек, куда можно, Да, прямые рейсы, куда да, ездить. и давай вот сравнивать, да, то есть за год Мгм. жизни в Венгрии мы успели посетить Прагу, мы успели посетить Задар. В случае с Сербией мы успели посетить только, грубо говоря, Черногорию, и то только летом, а Боснию мы только заехали и выехали для того, чтобы сделать визаран. Мгм. Все, то есть это все наши путешествия. Ну, действительно, в количестве путешествий, наверное, немножко мы ограничились. Поэтому, отвечая на вопрос, много ли мы потратили, да, мы много потратили, но с другой стороны, мы стали больше зарабатывать. То есть у нас больше появился стимул на зарабатывание денег. Глава 8. Что дальше? Кать, ты хочешь остаться в Сербии или снова в Венгрию поехать? Я уже достаточно пожила в таком частном секторе, отдохнула, Мгм. вот, расслабилась, и мне хочется, наверное, новые какие-то достигать опять новые высоты Мгм. и иметь больше возможностей для путешествий. Я думаю, было бы хорошо поехать в Венгрию, потому что там есть отличная возможность, как ты говоришь, да, для Мгм. дешевых перелетов по всей Европе. Вот, и снова себя попытать в этом большом безумном городе. Но это все-таки еще не решение.
важно подчеркнуть, да, то есть это вопрос такой теоретический. Или все-таки совсем в другую страну? Да, можно в Австралию. Давай дальше. Как ты представляешь жизнь наших детей через 5 лет? Они уже развиваются, может быть, по своим каким-то кружкам, по своим Мгм. интересам, секциям. Вот. Кому-то спорт интересен, кому-то еще что-то. Но я думаю, что они такие активные, развивающиеся дети, которым весело и радостно живется. Мгм. Ну, я бы добавил еще, что они хотя бы как минимум знают, ну, во-первых, да, местный язык, понятно, потому что учатся, английский, потому что он нужен, Универсальный. да, потому что без него реально никак. И слава богу, мы понимаем, что то, что было вложено со времен школы, оно, слава богу, было сделано усиленно, и английский нас действительно спасает, очень хорошо спасает в любых странах, где мы находимся. А что тебе сейчас важно в выборе страны? Условия, образование, люди? Наверное, всего по чуть-чуть, потому что важно и уровень образования, конечно же, для детей, Мгм. и уровень безопасности, и развитая инфраструктура, ну, комфортные условия для жизни. Но, конечно же, люди тоже важны, Мгм. какие тебе попадутся в окружении, и особенно вот здесь, в Сербии, мы это на себе испытали, что здесь нам всегда очень дружелюбные, добродушные люди попадаются, всегда помогают, и мы здесь прям окружены заботой и любовью. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. А хотела бы ты снова пройти этот путь? Это плюс для нашего развития, для нашего опыта. Мы многому чему научились. Если Мгм. бы мы не решились на этот шаг, мы бы всего этого не узнали, не получили таких новых эмоций, впечатлений и не стали бы вот так дальше еще динамичнее развиваться, как сейчас. А у тебя есть ощущение, что мы все еще ищем свой дом? Я часто повторяю эту фразу о том, что Сербия очень сильно умеет э, заставить любить себя. Расположить? Да, расположить к себе, особенно даже за минусом всего того, что мы сказали, что детские площадки не такие, как в Будапеште. Возможно, и школы, и садики внутри не такие же, как в Будапеште, с такими, Красивый. да, площадками там более такие, типа, ухоженные. Но люди, которые делают эту страну, они вот действительно очень сильно располагают. То есть ты просто как бы удивляешься над тем, как люди живут, как они относятся ко всему, как они с душой это все делают. Я скажу, что ну, в Венгрии делают то же самое. А, И, но насколько они все-таки вот более лояльные, и ощущение дома в Сербии быстро приходит. Очень быстро приходит. Настолько ты становишься своим, и все как бы, как дома, вот. И это с другой стороны сильно пугает, потому что, ну, вот прям все как дома. Не буду уходить в детали. Вот, страны очень сильно в этом плане похожи, политически. Но с другой стороны, не зря я, собственно, придумал эти вопросы про, какую страну, что важно для выбора страны. Э, Если основываться вот на том, что было озвучено, это, условия, образование, люди, безопасность, то если смотреть на эти параметры, то кажется, что мы, да, еще находимся в поиске, своего дома, потому что это вроде как бы есть в Сербии, но с другой стороны, вроде как это есть и еще более интересно в других странах. Ну, та же самая Португалия, Испания. Возможно, многие со мной не согласятся, и многие начнут говорить, что да нет, там все тоже, все нехорошо, все неплохо, но Э, скажу так, ребята, основываюсь, собственно, не только на таких же видеоблогах, как похожих на наши, там испанские, португальские, еще какие-то, а непосредственно общаюсь с людьми, которые живут там. То есть у меня есть коллеги в Испании, есть коллеги в Португалии, есть не коллеги, а одноклассники в Германии, есть родственницы во Франции, и
у нас есть чем сравнить, есть с кем пообщаться, спросить, как вообще продвигается жизнь, что меняется, что не меняется. Поэтому выбор, который мы делаем, он основывается не только на теоретических данных, которые берутся там из сайтов сравнений и всего остального, из блогов. Это еще и от людей, которые там живут, и они открыто об этом рассказывают, и у них есть чем сравнить. То есть они живут там довольно давно, и то, что меняется в этой стране, они это ну, очень хорошо замечают, и этим непосредственно делятся. В каждой стране, наверное, есть какие-то свои плюсы, свои минусы. И нет такой прям идеальной страны, где все параметры бы прям сошлись, и вот прям супер-пупер. Просто ты учишься вот реально балансировать между тем, что есть. Это так же, как в человеке. Есть сильные стороны, есть слабые стороны, но ты находишь гармонию в себе, и ты в этой жизни проявляешься. Вот, поэтому это все так индивидуально, и ты пробуешь на вкус, наверное, эти разные страны, и потом вот находишь для себя такую, в которой, да, вот все сошлось. Это как вчера мы обсуждали или сегодня про кинзу. Одним нравится кинза, а другим кинза не нравится. А оказывается, это вообще природный фактор, что часть людей воспринимает вкус кинзы, как он есть, а большая часть людей ее не воспринимает правильно, поэтому она им не нравится. Да. Поэтому наши плюсы могут быть вашими минусами, а ваши минусы могут быть нашими плюсами. Катя, спасибо тебе большое за твои ответы. Да, я вставлял свои ремарки, как бы не без этого. Особенно в плане денег. Я не знаю ни одного ответа. Ну и в выборе, да, то есть когда нужно делать какой-то выбор, это тоже больше на мне, соответственно, да, тут стоило добавить свои ремарки. Я надеюсь, что многим станет понятнее, стоит ли вообще уезжать, не стоит уезжать, как это вообще жить в другой стране. Надеюсь, что наш суперпозитив отразится на людях, но и не заставит их сделать неправильный выбор. Если вы проходите что-то подобное, то обязательно поделитесь вашей историей, потому что вот все комментарии я читаю абсолютно. И буду рад, что если мы узнаем такие истории, которые мы не знаем. И в выборе страны нам это тоже очень сильно поможет. Подпишитесь, если вам действительно интересно посмотреть про нашу историю, узнать, как это складывается все у нас, какой у нас, на мой взгляд, мне кажется, честный взгляд на иммиграцию, на жизнь с детьми, про настоящие перемены. Если вам понравилось, то обязательно поделитесь, потому что алгоритмы YouTube это очень любят, а для нас это действительно самая лучшая поддержка от вас. Лайки, комментарии, репосты, подписки. Всем спасибо, всем пока.